Дорогие мои, всем привет! С вами Дана Таро. Добро пожаловать на мой канал. Я очень рада, что вы со мной сегодня на этом сеансе расклада. Ну что ж, сегодня у нас в работе Таро Золотого колеса. Прекрасная колода, которой мы очень часто пользуемся с вами, с которой прекрасным образом работаем. Давайте сегодня сделаем расклад для вас на этой колоде. Дорогие мои, не забывайте, пожалуйста, подписаться на канал, поставить лайк. Мне будет очень-очень приятно. И оставляйте свои комментарии обязательно. Также хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Ну и по личным вопросам вы можете обратиться ко мне в WhatsApp, в Telegram, в Messenger Max по номеру +7 931 406 1666. Также я хочу вас поблагодарить за ваши комментарии, за ваши письма, за ваши сообщения. Мне очень и очень приятно читать те послания, наполненные любовью, нежностью и, вы знаете, искренностью души. Ну что ж, не будем тянуть ни минуты. Давайте приступать к раскладу. Прямо сейчас садимся за наш гадальный столик. Итак, давайте для начала мы посмотрим, в каких энергиях вы находитесь, потому что энергии коридора затмений, энергии ретроградного Меркурия все-таки несут в себе определенный энергетический след. Это будет как ваша небольшая такая сигнификация, чтобы вы понимали, что расклад действительно для вас, да, и что связан как-то с вашей ситуацией, проигрывается именно касаемо вас. Итак, кто вы? Давайте смотреть. Давайте смотреть. Очень много мужских энергий с вас считывается. Вы знаете, вам приходится все-таки не только справляться с женскими обязанностями, но и с мужскими. При этом вот действительно у вас проявляется какая-то такая уже как будто мужская стойкость. Вот вам уже не нужно то сильное плечо, на которое вы будете полагаться. Вы уже сами для себя сильное плечо. И вы сами для себя, как говорится, спутник жизни. При этом карты говорят, что очень долгое время в душе ощущается одиночество. Вот это одиночество не то, когда нет человека или хочется человека, а одиночество касаемо недопонимания какого-то. То есть как будто вас не слышат. Как бы вы ни говорили о своем состоянии, вас не слышат, вас не понимают, не ощущают, что хочет донести ваша душа, а не речь, понимаете? Вот иногда словами можно донести, а иногда душа пытается донести свое состояние и не всегда вас слышат. Вы, кстати говоря, стабильны, уверены в себе. Вас уже пошатнуть как-то эмоционально будет тяжело, но все-таки хотелось бы вам, наверное, рядом видеть родную душу. Понимаете, наверное, более сильного человека, чем вы, чтобы вновь вернуться только вот в женские энергии, понимаете? Не развивая в себе вот этот какой-то мужской стойкий характер. Вот это считывается с вас на данный момент. Ну-ка, давайте еще посмотрим. Ведь не обязательно здесь говорить, да, что с вашего пространства мужчина считывается. Это тоже есть, да. Но когда речь идет о вашей сигнификации, это говорит о том, что все-таки вы уже в более таких мужских энергиях. Вы уже не будете лить слезы, когда что-то сломалось. Вы возьмете молоток, гвозди и все сами приколотите, шуруповертом прикрутите и, как говорится, не будете, да, сходить с ума от какого-то бездействия. Опять же, смотрите, вы эмоционально зависимый человек, вы очень быстро привыкаете к людям, и люди почему-то начинают вот как будто, знаете, манипулировать вами, что ли, в такие моменты, да, когда вы открываете душу, вы открываете свое сердце и начинают с этой душой как будто играться, что ли.
Да, здесь своего рода считывается момент, когда вы можете допустить по отношению к себе недолжное вот такое манипулятивное проявление. Мгм. Привыкаете к людям. Но привыкали 100%. Сейчас вы уже как-то немножко такой более подзакрытый человек. Вы экономны, вы не транжира, вы сами зарабатываете, обстоятельства складываются не всегда в вашу пользу. Карты говорят, что вы даже зависите где-то вот от обстоятельств, да, от каких-то, но управляете своей жизнью сами. При этом я хочу сказать, что карта Маг говорит всегда о самостоятельном человеке, не на кого вам положиться в этой жизни. И вы вот как-то все сами, по копеечке, по рублю, по десяточке, по соточке, и, понимаете, потихоньку, полегоньку, но вперед. При этом, вы знаете, здесь есть человек, к которому вы были очень привязаны когда-то. И эта привязанность вас так измотала лишь потому, что он вами игрался, он вами манипулировал. Он, понимаете, пытался сделать вас своей марионеткой. Был в вашей жизни такой человек, от которого вы закрылись. И вы как будто воспоминания о нем сложили, да, вот в шкатулочку, закрыли и не хотите открывать. И вы были менее ресурсным. Знаете почему? Потому что были рядом с менее ресурсным человеком. Рядом с вами как раз-таки вот и был мужчина, да, потребитель, которому хотелось поудобнее пристроиться. Ему такая женщина нужна всегда была, которая ничего не просит, но его какие-то просьбы выполняет беспрекословно. Вы очень долго боролись за этого человека. Эта борьба не принесла плодов. И потеряв этого человека, вы стали намного сильнее, намного ресурснее, как будто вернули себя, понимаете? Вернули свое состояние, а при нем вы были как-то потеряны. Здесь считывается такая история. Вы встретили человека либо гораздо моложе, либо гораздо глупее себя. Глупее вот именно с точки зрения жизненного опыта, никак уж не образования. Сейчас эти корочки, они мало о чем говорят. Иногда с корочками бывают такие люди, уму непостижимо. Два слова связать не могут. Вот он просто духовно нищий, понимаете? И вы с ним вот как будто спустились на его уровень и находились там и ощущали дискомфорт. Вам и так-то было нехорошо, вот понимаете, на его уровне находиться. Так еще здесь проблема в том, что он выжимал ваш ресурс. Но когда вы закончили борьбу за него, вы стали на уровне выше, и сейчас вы хотите вокруг себя видеть людей на уровне лучше, и сами вы стали вот как-то, знаете, ресурснее. Вообще у вас сейчас тот период, когда вы входите все в больший и больший ресурс. Здесь надо проводить обряды открытия дорог. Здесь надо проводить обряды отсечения лишнего на убывающую луну, чистки, чтобы, понимаете, открыть себе пространство и в этом пространстве управлять энергиями. Мгм. Да. Я обещала в телеграм-канале дать остуду. Наверное, дам еще обряд, как открыть пути. Поэтому на телеграм-канал не забудьте подписаться на мой. Здесь я не могу этого делать, потому что платформа не позволяет определенным образом делиться, да, какими-то текстами и тому подобное. В телеграм-канале я могу это сделать, поэтому присоединяйтесь. Но вы входите в ресурс однозначно. Вы уже не будете бороться за таких мужчин. Все, вы уже для себя выводы сделали, что с такими мужчинами вам не по пути, который у вас был. Если мальчики смотрят расклад, переворачивайте под себя. Да, под себя переворачивайте. Так, давайте посмотрим на ближайшее будущее. Что вас ждет? Поток, подсказки, знак свыше, чего ждать, чему быть, чего не миновать. Давайте смотреть, что нам скажут карты на сегодня. Что нам скажут карты на сегодня? Так.
Ох ты, посмотрите-ка, вы знаете, счастье на пороге, счастье в пространстве, счастье в жизни. Вот на этом можно было бы даже расклад закончить, понимаете, сказав, да у вас все будет в скором времени просто прекрасно. А вы знаете, вот здесь идут хорошие новости, очень яркие, насыщенные новости. Сейчас мы будем разбирать, да, как говорится, ответвление, да, пути данного послания. Но то, что вас светлая сила просто ведет за ручку, несет на себе в светлое будущее, это однозначно. Те, кто хотят любви, обретут любовь. Те, кто хотят чувствовать себя лучше физически, будут чувствовать себя лучше физически. Те, кто хотят заработать, будут зарабатывать. Те, кто хотят целостности семьи, обретут целостность семьи. Это однозначно. Карта Солнца, она всегда несет самую благую, самую светлую весть. Давайте разбирать сейчас все по полочкам. Давайте разбирать сейчас по полочкам все. Все по полочкам будем разбирать, дорогие мои. Все по полочкам. Слышите, гармонь играет? За стеной вам, наверное, не слышно. Вот гармонь у соседей заиграла даже. Глядите-ка. Играй, гармонь, любимая, да? Да, поглядите. Ой, боже ты правый. Новое знакомство. Новая история любви. Новый путь связан с отношениями. Вот об этом я и говорю, что те, кто хотят встретить человека, который будет эмоционально настроен на вас, те встретят этого человека. И здесь, вы знаете, не гормональная вот эта физическая любовь будет, а именно духовные составляющие, такие энергии светлые, которые можно почувствовать рядом с таким человеком. Здесь, скорее всего, мужчина будет моложе вас. И вы на данный момент не знаете этого человека, но он человек, который помоложе, он будет, во-первых, активнее, интереснее тех, кого вы знали, и он будет идти именно с эмоциональной составляющей. Единственное, что хочу сказать, вам на какой-то момент может показаться, что в вашей жизни появился какой-то дурачок. Вот ведет себя как-то, ну, как ребенок по-детски, понимаете? Здесь не детскость даже и не дураковость какая-то просматривается. По карте Шут это просматривается, вот знаете, некая такая наивность человека в чувствах, а именно наивность в чувствах – это самое искреннее, что можно встретить в человеке, когда человек наивно, да, как-то вот опять же не по-взрослому верит в эту любовь. Все-таки мы, взрослые люди, да, мужчины, женщины, мы уже опытом попорчены отрицательным, и мы в людях видим в первую очередь вот эту отрицательность, да, в эмоциях. А вдруг так, а вдруг не так? А тут вы встретите человека, ну, понятно, он помоложе, опыта поменьше, но здесь будет некая такая наивность, неопытность, но чистота в любви, вот понимаете, с нуля, с чистоты, заново. Все-таки здесь те, кто хотят встретить свою, ну, можно так выразиться, да, вторую половинку, те встретят такого человека. И этот человек проявит себя чувственным образом. Это однозначно. Поэтому если вы, да, расклад-то у нас общий, хотите любви, вот с карты Солнца все началось и продолжилось любовью, да, все-таки здесь вы встретите любовь. При этом этот человек, он будет расти с вами в любви. То есть здесь, встретив человека, у которого опыта меньше, вы сможете его неким образом воспитать под себя. Вот знаете, это хорошо, когда человек подвержен, да, каким-то воспитательным таким состояниям, потому что когда приходит человек с горьким опытом, его перенастроить очень сложно на какой-то вот такой доверительный, достаточно такой вот, вы знаете, наверное, откровенный такой ряд состояний. А когда человек приходит с опытом меньшим, и все начинается как-то с нуля, да, со знакомства, и развивается же все постепенно,
Его можно подстроить под себя, под свой опыт, поделиться этим опытом. И человек уже, по крайней мере, не совершит тех ошибок, которые могли совершить вы, и будет знать, как правильно с вами обращаться эмоционально, и будет видеть с вашей стороны, что такое правильно. Да? Вы уж как никто знаете, что такое правильно в отношениях, а что такое нехорошо. Так, давайте еще посмотрим. Интересное начало. Так, смотрите, вот опять, да? Вот я как будто наперед видела. Те, у кого эмоциональные состояния тяжелые, физические состояния тяжелые, нервы сдают, уже вот вы как будто, вот понимаете, на последнем издыхании, вот последняя капля еще, вот капнуть вам, вот понимаете, в ваше бушующее море, и начнется просто какой-то дикий шторм. Вот здесь ваше состояние, оно перестроится. Все-таки карта «Страшный суд» говорит о перерождении. Почувствуйте себя лучше, почувствуйте себя энергичнее, почувствуйте себя свежее однозначно. Единственное, что я хочу сказать, почаще будьте у огня, у тепла, потому что просматривается такой момент, когда можете простыть, захворать и придется восстанавливать физическое тело. Здесь, в принципе, речь идет о восстановлении эмоциональных, физических состояний. Вы знаете, когда мы эмоционально нехорошо себя чувствуем, это же сказывается и на нашем здоровье, правильно? Когда мы не можем прийти в себя от каких-то ситуаций, вот мы просто либо лежим, и вставать не хотим. Либо мы на силу что-то делаем, а на силу это значит, вот как вот понимаете, издеваться над собой. Вот здесь у вас наступит моментик, знаете, такой приятный, когда вот почувствуете всплеск эмоций, как будто трансформируетесь, переродитесь, захочется больше шевелиться, ходить куда-то, да, что-то новенького захочется испытать. Возможно, кстати говоря, займетесь спортом, да, здоровьем, своим каким-то эмоционально-психическим состоянием однозначно. Вот те, кто хотят почувствовать себя лучше, в скором времени ваше состояние эмоциональное и моральное улучшится. Да, будет здесь как-то попроще, полегче, как будто, вы знаете, эмоциональное выздоровление такое идет. Ну, видите, карта Солнца, о чем она говорит? О том, что во всех сферах у человека будет просвет, понимаете? Солнце будет светить и окутая теплыми яркими лучами человека поведет к свету, да, к своему свету, будет тянуть теплу вот этому прекрасному. Поэтому и в любви здесь кто загадывает любую для себя, да, тот получит результат. Тот, кто заказывает себе состояние, да, тела и души хорошее, здесь тоже будет момент перерождения и трансформационного улучшения однозначно. Так, еще что? Еще что на ближайшее будущее? Хороший расклад, очень теплый расклад такой. Ну-ка, давайте посмотрим. Что еще? Что еще мы должны узнать? Ой, ну и деньги. Смотрите, да, перспективы на деньги идут. Придется побороться, придется посражаться, придется показать где-то свой характер, придется с кем-то пободаться. Но согласитесь, тот, кто борется, тот получает. Если, например, вы хотите какого-то большего статуса, поборитесь, перспективы будут достаточно серьезные, получите результат. Хотите расти по карьерной лестнице, боритесь за это, вы сможете, у вас получится. Хотите более перспективную работу найти, дерзайте, найдете однозначно. Те, кто хотят, например, получить какие-то льготы, скидки, вот сейчас самое время за это побороться, да, сейчас самое время проявить активность, и результат не заставит себя ждать, у вас получится. Те, кто, например, ждал какие-то выплаты, выплаты получат. Те, кто ждал какие-то, возможно, моменты социального типа, да, какая-то помощь, может быть, гуманитарная, социальная помощь, получите. Но и те, кто хотел открыть свой бизнес, вы знаете, вы можете начинать. Знаете, когда? Когда солнце будет светить ярко, когда появится первая трава, и когда
Вы знаете, начнется время сеять урожай. Вот когда сеют урожай, посейте зерно своего бизнеса и начните. И ваш бизнес пойдет в цветение. И, кстати говоря, вот те, кто начинает свое дело, например, зимой, да, иногда зачастую бывает застой. Те, кто начинают осенью, уходят в минус зачастую. Те, кто начинает весной, у них идет в рост дело. Вот сейчас уже весна наступила, у нас март месяц на дворе. Я уже слышала первую капель. Вот дождитесь, да, где-то конца марта, да, когда что-то начнет в земле проклевываться, да, и вот тогда можете начать. Ведь у нас уже, можно сказать, треть марта она прошла. 8 марта, 9 марта, 10 и пошло, понимаете, уже и апрель будет на пороге. Однозначно. Так, хорошо, здесь и с деньгами, да, те, кто загадывали деньги, получат результат, бизнес, развитие, однозначно. Так, что еще? Какие еще хорошие новости на пороге? Так, ну вот смотрите, здесь карты что говорят? Главное определиться. Нельзя поймать всех зайцев сразу. Будете гнаться за двумя, ни одного не поймаете. Либо одного, второй все равно уйдет. Вот здесь важно для себя понимать, если человек строит карьеру, ему некогда строить личные отношения, любовные отношения, потому что растрачиваться на два направления крайне тяжело, можно вымотаться и потерять и там, и там. Те, кто хотят выстраивать отношения, вы пока не пытаетесь шагнуть широко в финансовую сферу, например, да, а если вы хотите заняться здоровьем, эмоциональным состоянием, вы сначала в чувство свое состояние физическое, эмоциональное приведите, и затем беритесь уже за следующее дело. Вот как у меня говорила бабушка всегда, не хватайся за все сразу. Вот я начну, мне надо и стихотворение в детстве написать, и повязать с ней носки, и посидеть, что-то почитать. И она мне всегда говорила, не хватайся за все сразу. Ну вот сядь сначала, напиши, что ты хочешь, мысли свои изложи. Потом посиди, почитай, на ночь мы с тобой повяжем. И вот когда все поэтапно, оно идет, понимаете, недаром существует такое понятие, как план действий или бизнес-план, да, когда каждый шаг прописывается, просчитывается. Но также и в жизни. Кто-то сейчас скажет, я успею и бизнес построить, и любовь выстроить. Если вы строите бизнес, у вас времени на любовь будет вот. И другой человек будет, может быть, не согласен постоянно сидеть в ожидании вас, когда вы решите свои дела, понимаете? Поэтому здесь еще карты говорят, ну вот вы определитесь из этого расклада, какое направление выбрать, оно у вас пойдет. Сейчас солнце будет светить вам, удача будет вас сопровождать, вы выберете направление и двигайтесь в этом направлении. Не хватайтесь за все сразу, иначе вообще ничего не получится. Вот как, вот да, посмотрите. Если не определиться, упадок будет во всем. За все схватитесь, без всего останетесь. Вот есть такое выражение. Вот здесь важно понять, куда повернуть руль, влево или вправо, понимаете? Была у меня девушка на консультации, и она не могла для себя понять, куда ей больше направлять энергии. Мы с ней разобрались в бизнес. И затем она поняла, что ей, например, бизнес, деньги, заработок и содержание детей дороже мужчины, с которым она встречалась. И она больше сил направила на бизнес, получила шикарнейший результат. Она за границей купила себе дом, она переехала с детьми туда, и до сих пор у нее бизнес работает. А этот мужчина по итогу просто легко нашел себе другую, понимаете? Если бы она вкладывалась в отношения, он бы другую не нашел, да. Но на бизнес у нее не было бы времени, потому что, например, у нее дети. И она нисколько не жалеет о том, что вложилась в бизнес, да, эмоционально, физически, вот именно ресурс вкладывала, потому что по итогу она нашла человека, похожего на себя. И у них шикарно складываются отношения. Он бизнес, она бизнес. Вечером все встретились, шах-мах и пошли, как говорится, да. Ну, так, поэтому определитесь, в каком направлении двигаться, достигнете результата, потом можете шагнуть в иное направление. Иначе потери ждут. Вот здесь надо быть немножко поосторожнее, порасчетливее, в конце концов, и поумнее. Да, а как?
Ну, праздники, удовольствие, встречи, разговоры, да, какие-то беседы такого характера с флиртом. Вы знаете, у вас сейчас, кстати говоря, энергетическая составляющая очень привлекательная для таких ловеласов, мужчин интересных. Вот кому хочется пофлиртовать, немножко себя подстряхнуть, да, может быть, как-то партнера найти для постели, например, да, все бывает в этой жизни, с кем можно проводить весело время, даже здесь, понимаете, улыбнется удача, потому что не всем нужны отношения. Кто-то, например, хочет физического контакта, да, веселого времяпрепровождения, и затем каждый по своим домам. Но здесь явно праздники, празднования, встречи, знакомства, отдых, наслаждение. Вы знаете, даже тот домашний уют, который вы себе создаете. А я вам хочу сказать, вот по данной карте, например, да, смотрите, девяточка кубков. Наслаждается человек, сидит дома, налил себе столько бокальчиков, сейчас думает, да, сейчас отдохну, получу удовольствие. Дома-то устраивайте себе праздник. Вот это, понимаете, вам наставление свыше идет. Радуйте себя и сами. Не ждите, когда кто-то придет с праздником в ваш дом. Будьте для себя праздником, будьте для себя радостью. Созывайте тех, кого любите, кого хотите видеть рядом с собой, и устраивайте посиделки веселые. Почему бы не собраться с сестрами, с братьями, с девчонками, с ребятами, да? Просто не собраться, не посидеть, как говорится, душой компании. Даже такие моменты нужны. И даже в этом вам улыбнется удача, потому что хорошо проведете время. Ну, сходите куда-то в караоке, песен попоете, посидите в ресторане, дома, в конце концов, накроете стол очень вкусный, да, попразднуете. Надо праздновать, в конце концов. Праздники, они для того и существуют, чтобы мы чувствовали вкус жизни. Пахать мы умеем, но иногда надо отдыхать, потому что от пахоты и лошадь кони двинет, понимаете? И сами себя не обманывайте. Вот, кстати говоря, вот здесь есть такой момент, когда мы сами себя начинаем немножко вводить в заблуждение. Сегодня поработаю, завтра отдохну. Ну ладно, через недельку отдохну. Ну это же самообман, да. И подсознательно наше тело, организм уже ждет отдыха, но его не получает, мы чувствуем себя хуже. Да ладно, потом познакомлюсь, потом пообщаюсь. Но время не бесконечный ресурс. Сколько каждому отведено, никто, даже лучший предсказатель не скажет, потому что все по решению высших сил и матушки смерти. Не откладывайте на потом, не ведите с собой двойную игру. Вот я успею, я там успею. Люди, которые уходят из жизни, они говорят, да лучше бы я зажигала, отдыхала, со всеми общалась, развлекалась, работала и жила свою полную лучшую жизнь, чем откладывала эту жизнь на потом. Вы знаете, вы очень часто видели у меня чашку такую цветную с цветами. Я делала посты, да, в телеграм-канале, в YouTube с этой чашкой. Так вот, эта чашка моей бабушки, которая ушла из жизни в августе 2025 года. И она из этой чашки так ни разу и не пила, понимаете? Вот на потом, сервис на потом. Ее не стало, из этой чашки пью я. А она даже ни разу чая вкусного не попила. Не надо вот это, понимаете, с собой вот эти двойные игры вести. Ну и людям не позволяйте с собой игры двойные вести. Надо уметь вот балансировать, понимаете, лавировать в жизни. Сегодня отдохнула, завтра поработала, послезавтра спокойненько какие-то дела поделала или поделала. Здесь знаете еще, что хочу сказать? Будут моменты, когда придется с кем-то вот побороться. Все-таки на пути нам не всегда встречаются благородные и честные люди. Зачастую нам встречаются подлецы. Согласитесь, вот если рассмотреть всю историю нашей жизни, подлости людской было больше, чем честности, честно говоря. И вы должны не забывать, открывший рот от счастья, что подлость может быть на каждом шагу. И держать себя в состоянии боевом тоже надо, что говорится, руку на пульсе.
Еще сообщение получите от кого-то под конец зимы. Кто-то захочет к вам здесь прийти, проявиться с вами, поговорить, приехать. Да, вот под конец зимы у вас будет проявление человека однозначно. Под конец именно зимы, как снежного периода, я имею в виду, да? Как снежного периода. Ну-ка, что еще? Ой, все, вы выходите вот из своих состояний, вы перестаете себя жалеть, вы выходите из жертвы, все, вам уже не до плохих мыслей будет, не до воспоминаний, вам захочется уюта, комфорта, спокойствия душевного, теплоты сердец людей вокруг, вот понимаете, потянет вас к этому, даже каким-то добрым, например, черно-белым фильмом. У меня иногда бывает такой заскок, что я включаю «Девчата», жарю картошку, леплю котлеты. О, боже мой, какое удовольствие. Вот у вас и такие моменты будут, да, какие-то ждут вас именно перерождения эмоциональные, когда плохое уходит, стирается из памяти, а хорошее мы созидаем сами и этим наполняем себя. Вот и так нужно сделать. О ком-то позаботитесь, да, кому-то проявите свою любовь, к вам проявят любовь в ответ. Это однозначно. И не забывайте, прошлое, оно потому и прошлое. Смотрите, кстати, карта спряталась за картой смерть. Ну-ка. Трудов много, да, трудов много будет, хлопот много будет. Но не забывайте, да, еще раз повторюсь, что прошлое, оно потому и прошлое, что даже должно остаться где-то там позади нас. Пусть не существует времени и пространства для сил, да, это все-таки величины, которые используем мы, люди, но для нас прошлое – это прошлое. То, что отмерло, оно может дать новый росток вдруг ни с того, ни с сего, но как бы это ни заставило вас страдать, понимаете? Окунитесь в хлопоты, заботы, не возвращайтесь назад, потому что кто-то из прошлого здесь даст себе знать. Ну и думайте о своем ресурсе. Только ресурс и желание обладать большим дают прорыв, понимаете? Вы из каких-то блоков выходите, вы прорываетесь, не теряйте шансы на счастье. Но не сидите вы сиднем дома, вот как некоторые мне пишут, я жду своей любви уже 20 лет, так может не ждать надо? Может пообщаться надо? Может как-то надо пошевелиться немножко? Может как-то, извините, причепуриться, губки намазала, глазки накрасила и пошла радовать этот мир своей красотой? Нет? Ну, конечно. Стремитесь к большему результату. Все, страдания, печали, воспоминания. Все к чертовой матери это все. И не расслабляемся, не даем себе вот этой, понимаете, эмоциональной какой-то трясинности. Вот когда все пошло и засосало, это все из себя давай жалеть. Нет, 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 нет. Встала, встрепенулась, проснулась. Кофейку, чайку, в душик, в баню. И красотка в этот мир. Понимаете? Богатства в этом мире принадлежат богиням. Угу. Так, ну да, все будет прекрасно у вас. Все сложится самым лучшим образом. Вы уже в пути к своему счастью, в пути к своему счастью. Выходите из состояния жертвы наконец-таки. Вот понимаете, судьба просто как щука. Это символ богатства, кстати, щука. Ага. Вот просто вас выдернет, скажет, все, ноги тебе развязаны, руки развязаны. Давай уже. Бегом в свое счастье. Милые мои, я вам желаю всего самого наилучшего. Будьте по-настоящему счастливы и помните, если мы не будем созидать счастье для себя и для тех, кого любим, за нас это счастье никто не создаст. Увидимся с вами завтра на следующем раскладе. Всем пока-пока.